Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу поделиться с вами вот таким узором. Этот узор я нашла в японском журнале. Здесь идет сочетание рельефа с ажуром. Такие узоры всегда очень эффектно смотрятся в любых изделиях. Использовать его можно в любых летних вещах. Так же, как орнамент этого узора, часть какую-то этого узора можно использовать и при вязании более теплых вещей. Этот узор очень красиво сочетается с ажурными дорожками, с простыми вертикальными полосами, когда вот эта часть переходит или в полосу, или в ажур какой-то другой. Также очень красиво смотрится полностью изделие вот с таким ажуром. Оно нежное получается, выгодно подчеркивает фигуру. Вот так выглядит его изнаночная сторона. Достаточно ровная и приятная к телу получается. Пряжу можно использовать также любую. Хлопки, хлопок с бамбуком, хлопок с акрилом, с кашемиром. Также меринос очень красиво ложится. Этот узор очень красиво ложится в мериносе. Раппорт этого узора составляет 14 петель в ширину и 26 рядов в высоту. Вот раппорт этого узора. Узор несложный, поэтому я провяжу в видео только часть этого узора, чтобы были понятны обозначения на схеме. Для начинающих возможно исполнение некоторых моментов. Также покажу, как вяжется этот узор при поворотном вязании, как начинается и как заканчивается узор, чтобы не было несоответствия потом петелек у нас. Давайте приступим. У меня здесь провязано 1,5 раппорта. И я начну свой показ со второй половины раппорта. Раппорты все вяжутся в шахматном порядке. Вот посмотрите на схему этого узора, по которой я вязала данный образец. И именно во второй части здесь есть момент, который начало и окончание ряда вяжется немножечко по-другому в поворотном вязании, при поворотном вязании. Итак, 13 ряд. По схеме, как вы видите, идет накид. Но этот накид ничем не захватывается двумя петельками вместе, никуда он не уходит. Поэтому начинаем мы ряд с 2 лицевых петелек. Провязываю кромочную, я ее просто переснимаю. Далее у меня идет 2 лицевые, накид первый я пропускаю. Далее идет накид, лицевая петля, 2 петли вместе. Узор интуитивно понятен, потому что везде вот эти 2 вместе петельки, они будут видны, как они, где они расположены и как они идут. Далее мы вяжем изнаночные петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Далее вот опять у меня идет 2 вместе, только в этом случае они идут с наклоном вправо, поэтому я меняю расположение петли и возвращаю их на левую спицу. Расположение петелек меняю для того, чтобы у меня не было вот здесь скрещенных петель. И провязываю их как 2 вместе. Далее идет у меня 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И опять 2 вместе с наклоном влево. Здесь я ничего не делаю, просто их провязываю как 2 вместе. Изнаночные, 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе с наклоном вправо. Поменяла расположение петельки, чтобы первая долька смотрела ко мне. И продолжаю вязание по схеме лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе, 7 изнаночных. 5, 6, 7. И далее опять идут 2 вместе. Их видно после 2-3 рядов провязанных. Узор далее становится очень простым и понятным. Все видно на нем. И вот оканчиваю ряд точно так же. Лицевая, накид, лицевая. Вот здесь по схеме идет накид, но не хватает петелек, чтобы провязать 2 вместе. Поэтому я вяжу просто лицевую. Накид этот я пропускаю. И кромочная петля. Изнаночные ряды этого узора везде провязываются по рисунку. Все ряды четные провязываются по рисунку, поэтому провязывать в кадре я не буду второй ряд. Сейчас я буду провязывать 15 ряд узора. Здесь не будет никаких изменений в начале и в конце ряда. И вообще я стараюсь составлять схему так, выделять так раппорт, чтобы минимализировать вот все вот эти неурядицы в начале и в конце ряда узора. При круговом вязании там все понятно. А вот при поворотном, чтобы все количество петель всегда совпадало данному узору, нужно быть внимательными. Итак, 2 лицевые, кромочную я сняла. Далее идут 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Далее 2 вместе с наклоном влево. Но здесь 2 вместе у нас лицевая и изнаночная петелька. Поэтому изнаночную петельку я тоже переверну, чтобы первая долька была от меня, чтобы не было скрещенных петель. Лицевую я просто снимаю, а вот эту петельку изнаночную я переворачиваю. Вот таким образом. Возвращаю первую петлю на спицу и провязываю их как 2 вместе с наклоном влево. Далее идет 5 изнаночных. 3, 4, 5. Здесь делаю то же самое, только когда идут 2 вместе с наклоном вправо, мне нужно, чтобы первая вот эта долька, она смотрела на меня. Поэтому здесь я изнаночную оставляю. А вот лицевую меняю, переворачиваю ее, чтобы тоже первая вот эта долечка смотрела на меня. И провязываю их как 2 вместе с наклоном вправо. Далее идет 2 лицевые по схеме, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и опять 2 вместе. Вместе с изнаночной я переворачиваю петельку, потому что
в данном случае узор будет не очень красиво смотреться со скрещенными петлями. Возможно, это кому-то будет незаметно, но я на это всегда обращаю внимание. И мне проще перевернуть петельку, нежели носить потом изделие, которое мне вот что-то там будет не нравиться. И продолжаю вязание по схеме до конца ряда. Смотрю, чтобы нигде не пропустить накиды, чтобы все петельки соответствовали, потому что в данном узоре количество петель идет постоянное в каждом ряду. И посчитать это все очень легко. Каждому накиду здесь соответствует 2 вместе петли. И заканчиваю вязание 2 лицевыми и кромочной. Нечетный ряд по узору. 17 ряд узора вяжется по тому же принципу, что вязали предыдущих 2 лицевых ряда. Поэтому я провяжу его только часть, а вот в 19 там будут уже изменения некоторые. Он будет отличаться от предыдущих 3 лицевых рядов. Итак, 19 ряд. Кромочная, 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, тоже с изнаночной, я переворачиваю. Все делаю точно так же по тому же принципу. 3 изнаночные. Здесь я меняю лицевую петельку, чтобы первая долька смотрела на меня. И вот таким образом вяжу то количество петель, которое мне нужно. Накид, 3 лицевых, накид и до конца ряда. 19 ряд будет немножечко отличаться, потому что в 19 ряду мы будем менять направление вот этой нашей косички, дорожки. Поэтому обратите на это внимание. В схеме это указано. Просто обращаю внимание, чтобы не пошли дальше интуитивно вязать неправильно и не пришлось потом перевязывать. Итак, кромочная, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые. И вот здесь, там, где мы меняем направление, мы все время провязывали эти 2 вместе с наклоном влево, а вот в этом ряду мы провязывать будем с наклоном вправо и выравнивать эту нашу косичку. Для этого я поменяла петельки, чтобы первая долька смотрела на меня, и провязываю как 2 вместе с наклоном вправо. Далее идет 3 изнаночные петли и 2 вместе с наклоном влево. Здесь петли расположены у меня правильно, поэтому я беру, просто провязываю 2 петли вместе. Далее 2 лицевые, накид, 3 лицевые. И вяжем вот таким образом до конца ряда. Так, 3 лицевые, накид, 2 лицевые. Видите, тут схему не нужно смотреть, здесь по рисунку все видно, что у нас есть. И я запуталась. Итак, вернулась немножечко назад. Вот у меня было 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо. Далее идет 3 изнаночных. И все повторяем по схеме.
21 и 23 ряды вяжутся полностью одинаково, поэтому я покажу только один раппорт 21 ряда, чтобы уже завершить и все показать, все обозначения, все подходы, все как я делаю. И далее можно вязать самостоятельно. Если какие-то моменты вам непонятны, вы пишите, я буду на них акцентировать внимание в дальнейших своих видео. Итак, кромочная, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, я меняю петельки, переворачиваю их, далее 2 изнаночные, 3, простите, изнаночные, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, накид, далее 5 лицевых. Точно так же провязывается 23 ряд этого узора. Мы провязали с вами половину раппорта в высоту. Вторая половина вяжется точно так же, только в шахматном порядке. Надеюсь, вам узор понравился. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале.